Всем привет! Планируя когда-то покупку вот этого 4-кулачкового патрона для фрезерного станка, я, конечно же, представлял, что рано или поздно мне захочется увидеть его и на токарном станке. Крепежи у подобных патронов и у советских, конечно же, отличаются, поэтому какой бы я ни взял этот патрон, будь тот 125, мне бы все равно пришлось делать какой-то сюда переходник. Напомню для тех, кто не в курсе, мы имеем дело со станком ТВ-7М, высота центров у него выше, чем у ТВ-4. Соответственно, 160-й патрон будет себя чувствовать здесь вполне нормально. Кулачками об станину он бить не должен. Ну, конечно, за исключением его большого веса и ограничения на максимальный вес обрабатываемой этим станком деталью. Постоянно такой патрон стоять не должен. Поэтому его установка планируется только в исключительных случаях, когда обработать деталь в нем будет гораздо удобнее, чем в 3-кулачковом патроне или на фрезерном станке. Для подобных манипуляций обычно используют вот такую планшайбу. Она вообще служит для крепления нестандартных деталей, но имеет диаметр 180 мм. Уменьшив ее диаметр, можно поставить вполне и 160 патрон. Но, во-первых, эта планшайба имеет довольно большой вылет. Во-вторых, чтобы ее устанавливать, нужно демонтировать основную планшайбу патрона. Она, как известно, крепится здесь на резьбе. Ну, с установкой вот таких двух установочных винтов, которые опираются в канавку, не дают лишний раз откручиваться или смещаться этой шайбе. Но в общем итоге получается, что повторяемость переустановки этой планшайбы крайне низкая, поэтому трогать ее лишний раз прям вообще нежелательно. И в данном случае для установки другого патрона я лишь хочу ограничиться изготовлением еще одного переходника под 160 патрон, используя стандартную планшайбу. Вот такая простая манипуляция позволяет проверить и продемонстрировать возможности патрона, как будто он уже установлен. Жаль, что посадочный поясок не глубокий, и в рабочем состоянии использовать так патрон, конечно же, не получится. Кстати говоря, примерно так же я уже несколько раз использовал ту большую планшайбу с диаметром 180 мм. Ее гораздо проще прижать обратными кулачками и зажать в стандартный патрон для выполнения какой-то разовой нестандартной операции. Но в данном случае получается бутерброд, вес которого уже фактически превышает максимальный вес деталей, допустимой к обработке на этом станке. Ну и я думаю, многим будет интересно узнать размах кулачков, который составляет в районе 200 мм. Для изготовления планшайбы я когда-то заказал вот такой кругляк 160 мм, высота тут около 100 мм, сталь неизвестна, но для планшайбы в принципе сойдет. Но сейчас думаю, ну сколько я буду этот кругляк пилить, точить, сверлить, тратить огромное количество времени, когда можно подобрать что-нибудь куда более подходящее. Ну, например, вот такой валяющийся фланец, который в принципе является уже почти... В общем, в итоге дальнейшую работу будем продолжать вот с этой штукой. Единственное, но очень большое сверление, диаметр внутреннего отверстия, поэтому посадочный поясок будет очень маленький.
Режима реза на этом станке особо не подберешь, поэтому приходится прерывисто протачивать, для того, чтобы разрезать вот эти вот длиннющие стружки, чтобы они не могли намотаться в любой момент. Из какого материала изготавливали фланцы, я не знаю. Может быть, кто-то из вас подскажет. Но он не похож ни на сталь 3, ни на сталь 45. ,94,92. Думаю, можно примерять. Внешняя часть немного конусная. Для того, чтобы поправить ее внешний вид, развернул резцедежку. Ну и применил вот такую манипуляцию с расточным резцом, для того, чтобы избежать применения левого резца, у которого у меня нет. Как видите, еще остались пятна ржавчины, довольно глубоко въевшиеся. Я не хочу ее полностью убирать, так как мне важен диаметр. Я только что снимал патрон, не вынимая из него планшайбу будущую для примерки. Мне стало интересно, а какова же повторяемость переустановки патрона вот в таком виде на планшайбу. Ну а раз возник интерес у меня, я думаю, этот интерес может возникнуть и у вас. Поэтому давайте смотреть. И на первый взгляд все довольно-таки неплохо. Особенно учитывая то, что я не пытался каким-либо образом выровнять патрон. Я просто поставил его на место. Я думаю, что погрешность в районе сотки в данной операции для данного, как многие говорят, игрушечного станка вполне приемлемо. Ну и осталось посмотреть только торцевое биение. Ну, собственно, тоже не превышает сотки. По-моему, отлично. Где-то третья примерка. В общем-то, все. Видите, садится с легким натягом. Прямо отличная посадка. Больше трогать смысла нет. Также интересен тот факт, что после предыдущих замеров я каждый раз промерял индикатором. И реальная погрешность составила не более 0,01. То есть, в принципе, моя теория работает. И эту планшайбу вполне возможно использовать для смены патронов. А вот когда я снимал эту планшайбу с резьбы, погрешности были такие, что мне приходилось каждый раз протачивать посадку патрона. Но мне остается лишь насверлить отверстий, установить планшайбу на станок и выполнить проточку второй стороны, уже непосредственно посадку под сам патрон.
Проблема заключается в том, что здесь 4 отверстия, на патроне тоже 4 отверстия, то есть они друг другу никак не помешают. В крайнем случае можно повернуть определенным образом и подставить. А вот в планшайбе патрона отверстий 3. И как бы уместить 3 отверстия между 4 не такая уж и простая задача. Особенно когда радиус сверления совпадает. Ну, я, конечно же, заранее постарался это предвидеть, примерно прикинул, что в принципе где-то с краю отверстия будут, но пересечься они не должны. Осталось только подобрать этот вариант и нанести правильную разметку. Для разметки буду использовать вот такой заточенный дюпель, но больше сюда ничего не влезет. А сооружать ради этого целую конструкцию с поворотным столом, ну, очень не хочется. Удивительно, но попал. Все отверстия совпали. Для достижения такой повторяемости, как у меня, в сотку, обязательно разметка нулевого положения. То есть планшайба и патрон совмещаются всегда в одном месте. Поэтому, как видите, у меня все промаркировано. Ну а теперь мне не хватает ни одного резца, поэтому в ход пошли некоторые хитрые комбинации. Развернутая на очень большой угол малая продольная, повернутый резцедержатель, и таким образом удалось сместить резец максимально назад. И вот тут плавно подходим к самому главному косяку в связи с использованием этого фланца. Но я подобрал еще и наиболее подходящий, с максимальным маленьким диаметром отверстия. Фактически здесь останется стенка буквально по 3 мм под направляющую посадку. Какая-то странная ерунда, как будто металл отличается ближе к центру. Несмотря на то, что я поднимаю обороты при приближении к центру, чистота поверхности все равно ухудшается. Осталось всего ничего, проточить вот этот посадочный поясок в размер. Но есть одно большое но. Деталь нагрелась, и если я это сделаю сейчас, не охладив полностью, то получу гарантированную просадку. На таком диаметре это уже может быть несколько соток.
В этот раз мега плотной посадки не получилось. Ну уж извиняйте, немного не тот станок, чтобы ловить микроны. Ну, не знаю, как вы, а я-то и не ожидал, что все будет прям так вот идеально. Длина стандартных винтов чуть-чуть больше, чем нужно. Буквально миллиметра 3. И, соответственно, отверстия попадают практически по центру вот этого пояска посадочного. В связи с этим пришлось прилично попотеть и доработать эти отверстия надфилями, шаберами и всем возможным инструментом, так как это все-таки посадочный поясок. Если здесь что-то будет выступать, он просто не оденется, не говоря уж о точности. Патрон на месте. Зажал пробную деталь. Но я думаю, кроме этого варианта еще куча других. Что нужно сказать сразу. Станок однозначно чувствует этот тяжелый патрон. Так что ставить, допустим, на постоянную трехкулачковый 160 я бы однозначно не стал. Тут, конечно, сказывается еще и тяжелая планшайба, но без нее никуда. Инерции добавилось настолько, что текущие мои настройки частотника для торможения не справляются. И если раскрутить его до приличных оборотов, видно, что тормоза просто не срабатывают. Ну вот для примера попробуем отторцевать пластину. Надеюсь, ее не вырвет. Чисто ради интереса обработал все 4 стороны. Ради интереса, потому что на фрезерном это, конечно, все куда логичнее делать. Но в данном случае цель поиграться. Ну а тем временем мы плавно приблизились к основному моменту, касающемуся обработки этой пластины, а именно обработка ее плоскости. Эта пластина взята не ради того, чтобы вам показать, как что можно обрабатывать, хотя и для этого тоже,
а вообще для конкретной моей поделки. Я думаю, заметили, что зажал я ее не совсем так, как нужно было относительно кернения. Но сверло, по идее, должно повторить почти в точности отверстие для кернения за счет того, что его отгибало. И теперь можно попробовать по этому отверстию выставить пластинку. Не скажу, что это какой-то высокоточный способ, но просто ради эксперимента. Вот относительно отверстия буквально несколько соток биения. Потом это можно будет ради интереса проверить, замеряя от края отверстия до края детали расстояние. Здесь есть риск достать до кулачков, вот до этих полосок выступов. Поэтому дальше я обрабатывать не рискну. Ну, либо нужно переустанавливать деталь, подкладывая что-либо под нее. Мне этого будет достаточно. На удивление, очень удобно выставлять все-таки этим патроном. Именно почему-то вот в таком в горизонтальном положении на токарном станке, а не на фрезерном. Я сейчас сделал ошибку. Раньше времени снял эту деталь, переустановил, как видите, менее чем в сотку биения. Но со сверлением уже все стандартно. Сверлильно-фрезерная приставка. Индикатором выбирается какая-то конкретная точка, которая повторяется на патроне. В данном случае нужно 4 отверстия, у нас 4 кулачка, все совпадает. Также стоит отметить, что перед каждым таким пользованием сверлильно-фрезерной приспособой я обязательно обесточиваю токарный станок, так как рука на автоматизме для запуска сверления тянется к включению станка. И в данном случае достаточно будет всего одной ошибки, чтобы наломать кучу дров, запустив токарный станок вместо фрезерной приставки. Кстати говоря, о шпинделе токарного станка. Его, конечно, лучше вообще зафиксировать. Но я для таких работ включаю лишь диапазон оборотов 60. Шпиндель при этом тяжело прокрутить руками. И этого сопротивления для сверления хватает. Вот такой фланец в итоге получился. Как можно догадаться, предназначается он для шагового мотора. С обратной стороны пойдет под приварку. Поэтому обработки как таковой я здесь не делал. Благодаря всем этим манипуляциям теперь будет возможность быстро установить этот 160-й токарный патрон с независимыми кулачками и выполнить какую-то не очень стандартную операцию. Ну а на этом, я думаю, пора завершать данное видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.